Итак, образец для этого узора я буду вязать достаточно толстой ниткой на спицах номер 7. Узор будет состоять из 2 петель и 2 повторяющихся рядов в шахматном порядке. Набираю на спицы четное число петель, хотя можно набирать любое. Снимаю одну спицу и сразу перехожу к выполнению узора. Первый ряд это будет лицевой, и это будет лицевая сторона. Итак, первая петля кромочная, ее просто снимаю и увожу нить за работу. А дальше чередую 1 лицевая, 1 изнаночная. Здесь все очень просто. Лицевой ряд это чередование лицевой петли и изнаночной. Лицевая, изнаночная до конца ряда. И последняя кромочная, ее я провязываю лицевой. Следующий ряд он будет изнаночный. Итак, во втором ряду я ориентируюсь по рисунку. Я смотрю, петля у меня стоит лицевой, значит ее я провязываю на ряд ниже с подхватом, с обратным подхватом. Так, вставляю спицу на ряд ниже в петлю и делаю обратный подхват лицевой петли. Петлю на левой спице перевожу просто на правую. Вот так. Дальше у меня идет изнаночная. Ее я провязываю изнаночной. Дальше опять лицевая на ряд ниже с обратным подхватом. Изнаночная. Изнаночные я вяжу классическим способом, не бабушкиным. Лицевая на ряд ниже, изнаночная. Опять лицевая на ряд ниже, изнаночная. И так продолжает до конца ряда. Последнюю кромочную я провязываю лицевой. И кромочную лицевую. Переворачиваю изделие и вяжу снова изнаночный ряд. Изнаночный ряд на этот раз будет в шахматном порядке относительно первого изнаночного ряда. То есть если мы начинали с лицевой петли, то теперь мы должны начать с изнаночной. Опять делаю кромочную, ввожу ее на правую спицу и вяжу изнаночная. Вот эти вот 2 вместе петли, сдвоенная петля предыдущего ряда, их провязываю лицевой. Опять изнаночная, лицевая. Здесь очень просто. Продолжаю чередовать так до конца ряда. Обратите внимание, что изнаночная петля, точнее вот эта вот сдвоенная петля, она будет стоять неправильно. Она стоит левой ножкой ко мне, правой ножкой от меня, и поэтому я провязываю ее как бы за дальнюю стенку, но при этом не делаю скрещенную. Таким образом она встает на спице именно из-за этого обратного подхвата. Но здесь как бы вязание это не портит. Итак, вяжу до конца ряда, лицевая, изнаночная. Так, последнюю кромочную опять провязываю лицевой. Переворачиваю изделие. И снова возвращаюсь к вязанию 4-го ряда. Первую петлю снимаю, он будет такой же, как второй. Здесь опять ориентируюсь по рисунку, смотрю, петля у меня стоит как изнаночная, и значит ее я провязываю изнаночной. А вот дальше петля идет лицевая, и ее я провязываю лицевой на ряд ниже с обратным подхватом. Изнаночная, и вот она лицевая на ряд ниже, вот сюда вставляю, вот в это пространство вставляю спицу, делаю обратный подхват нити и просто перевожу нить с одной спицы на другую. Изнаночная,
И опять лицевая с обратным подхватом. Очень легко запоминается и очень быстро руки привыкают к этому действию. И так вяжу до конца ряда. И последняя петля кромочная, ее провязываю лицевой. Разворачиваю вязание и дальше опять лицевой ряд. В нем происходит смена чередования. Здесь я смотрю уже по рисунку, ориентируюсь по рисунку, кромочную снимаю. Вот эту сдвоенную петлю я всегда в этом узоре провязываю лицевой, причем обычный, не с подхватом нижним, не с обратным подхватом, а вот лицевая идет у меня по рисунку, ее провязываю изнаночной. Опять вижу сдвоенная петля, значит она лицевая, а за ней изнаночная. И так чередую до конца ряда. Сдвоенная петля опять-таки стоит на левой спице в обратном положении. У нее левая ножка стоит ко мне, правая от меня. Это именно из-за того, что я ее провязывала вот этим обратным подхватом, но это не мешает мне ее провязать просто лицевой. Кромочная, лицевая. Переворачиваю вязание и продолжаю повторять эти два ряда в шахматном порядке относительно друг друга на нужную высоту. Провязала я несколько рядов этим узором, и вот что получается. Получаются такие воздушные, объемные 3D, я бы сказала, ячейки. Я назвала этот узор 3D рис. Вот посмотрите на его изнаночную сторону. Здесь тоже все красиво, все аккуратно. Ее, в принципе, тоже можно использовать как лицевую. И вот такая вот лицевая сторона. Надеюсь, вам понравился узор. Большое спасибо за то, что оставляете свои комментарии, задаете вопросы. Спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.